Всем огромный привет! Вы находитесь на моем канале «Сказочная страна Амигуруми». И сегодня я хочу вам показать мастер-класс на вот такого вот ежика, который вяжется из двух видов пряжи: пушистой из разных видов пряжи и плюшевая на 100 грамм 120 метров. Это безотрывное вязание. Вяжется одной деталью, только спиночки вы выбираете самостоятельно. Это такая меховая пряжа, не знаю, как называется, у меня нету ее этикеток. Это пряжа пушистая, которая, это остаточки из лабубу у меня, и вот я вяжу, вот у меня есть остаточки пряжи вот такой Ярнард Фабле Фур. Ну, я думаю, правильно я прочитала. Вот. Вот такая вот. И это у нас Ярнард Самбо. Тоже такая игольчатая. Тоже у меня осталась от ежика. И вот я вяжу из разной пряжи. Просто остались остаточки из лабубу. И нужно было куда-то их деть. И я решила связать ежика. Сначала я связала вот такого вот большого ежика, но мне он показался слишком большой. Он как маленькая небольшая игрушечка идет, поэтому я уменьшила и хотела вот такие вот маленькие, небольшие, для того, чтобы утилизировать вот эту вот всю пушистую пряжу. У меня очень много осталось пушистой пряжи разного производителя, и я решила сделать вот таких вот ежиков. Ну и поделюсь с вами своим мастер-классом. Вот, ну, за счет того, что она пушистая, то 6, а так, если взять само тело, то оно 5 сантиметров. Но за счет пушистости 6 сантиметров идет на вот эту пушистость. Так что можете утилизировать все свои остаточки меховой пряжи, связав со мной вот таких вот ежиков. Приглашаю на свой мастер-класс. Итак, нам понадобятся остаточки пряжи. У меня вот такой вот остаток серенького, это будет тело ежика. И остаток вот такой вот фактурной пряжи. Я с этой пряжи, у меня очень много осталось разных цветов, потому что я вязала лабубу, и у меня очень много осталось остаточков. С этого моточка я не смогу связать полноценную игрушечку, вот, но я решила применить ее на ежиков. Это фактурная пряжа, производитель Ярнард Фабле Фур, или, в общем, вот такой вот производитель. У меня очень много разных цветов осталось, и поэтому я решила ее утилизировать таким способом, вывязать все на ежиков. Также нам понадобится носик. Носик у меня 8 на 7 миллиметров. Вот такой вот небольшой носик. Дальше глазки 8 миллиметров. Черные, обычные, маркер, ножницы и крючок 4,5. Давайте начнем. Итак, начинаем с тела, с вывязывания тела. Набираю 2 воздушные петли. И во вторую петельку от крючка я провязываю 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Теперь вывязываем 8-ю петельку. Я вывязываю носик вместо 8-й петельки. Вывязываю шишечку, которая состоит из 3 столбиков с накидом. Делаю накид. В это же отверстие во второй столбик я провязываю шишечку. Только накид провязываю. 2 петельки на крючке. Опять делаю накид. Опять провязываю его, 3 петельки на крючке и делаю накид, провязываю еще раз и 4 петельки на крючке, провязываю вместе, делаю воздушную. Итак, у нас в первом ряду получилось по кругу 8 столбиков, 8 петелек. Теперь второй ряд, все 8 прибавок. Вот первая петелька,
первую петельку. Итак, теперь в первую петельку я провязываю прибавку. И в первый столбик ставлю маркер. Дальше вторая прибавка. Третья. Четвертая. Пятая. Шестая. Седьмая. И восьмая — это вот воздушная петля, которую мы с вами делали на шишечке. Сюда мы провязываем тоже прибавку. Вот второй ряд. Во втором ряду у нас получается 16 столбиков. Третий ряд. Провязываю столбик без накида и ставлю маркер. Дальше провязываем ушко. Итак, вяжем ушко, набираю 2 воздушные. Набрав 2 воздушные, во вторую петельку соединительный столбик. Ушко провязано. Дальше провязываем прибавку. Дальше столбик без накида. И вяжем ножку. Ножку вяжем 3 воздушные. И со второй петельки 2 соединительных столбика. 1 и 2. Дальше вяжем прибавку. Дальше столбик без накида. И следующая ножка. 1, 2, 3. Со второй петельки 2 соединительных столбика. Затем прибавка. Столбик без накида. Прибавка. Дальше третья ножка. 1, 2, 3. Со второй 2 соединительных столбика. Дальше столбик без накида. Прибавка. Дальше четвертая ножка. 1, 2, 3. Со второй 2 соединительных столбика по цепочке. Дальше столбик без накида. Дальше прибавка. Дальше вяжем второе ушко. 1, 2. Во второе соединительный столбик. И дальше провязываем 1, 2, 3 и 4. 4 столбика без накида до конца ряда. Тело ежика готово. По кругу у нас получается 22 столбика. И вот 2 ушка и 4 ножки. Все, теперь я обрезаю ниточку. У меня остается вот немного пряжи уже. То есть это уже никуда не пойдет. Я снимаю маркер и беру в свою фактурную пряжу. И начинаем делать. Заканчивая, я снимаю хвостики, заканчиваю уже последнюю петельку уже фактурной пряжей. Четвертый ряд я вяжу
За заднюю стеночку петли 22 столбика без накида. Вот за заднюю стеночку. Раз. Отгибаю ушко. 2, 3, 4. Я ниточку не затягиваю, я вяжу не туго. 5, 6, 7. Дальше 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Провязала я первый ряд. Первый ряд я провязала за заднюю стеночку петли. Вот 2 ушка и лапки. Это мордочка, как вы уже поняли. Теперь я провязываю 5 и 6 ряд, я провязываю 22 столбика без накида, без прибавок и убавок, уже за полную петельку. Ставлю маркер в первый столбик. И вот прощупываю петелечки, прощупываю. Иначе я так не могу видеть. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Провязали мы 5 ряд. И давайте провяжем 6 точно такой же. Итак, связали мы 5 и 6 ряд. Теперь давайте на этом этапе вставим глазки. Глазки я вставляю между 2 и 3 рядами. Вот наш носик, начало нашего носика. И я вот здесь вот вставляю между 2 и 3 рядами, приблизительно, чтобы они были симметричны.
Вот так вот вставляю глазки между вторым и третьим рядами. Итак, закрепили мы глазки. Теперь 7-й ряд. Седьмой ряд провязываем так: столбик без накида, ставлю маркер, первый столбик, и убавка. Убавку я делаю за полные петельки. Вот так, за полные петельки. Дальше опять столбик без накида и убавка. Так нужно сделать 7 повторений. Это второе повторение. Дальше столбик без накида, убавка, третье повторение, столбик без накида, убавка, четвертое повторение, столбик без накида, убавка, пятое повторение, столбик без накида, убавка, шестое повторение, столбик без накида, убавка, седьмое повторение, и в конце столбик без накида провязываем. У нас получается 15 столбиков по кругу. Теперь 8-й ряд. В 8-м ряду мы делаем 7 убавочек и столбик без накида. Должно получиться 8 петелек. Так, первая убавка, и ставлю маркер. Два, 3, 4, 5, 6, 7 и последний столбик без накида. Вот так. Теперь отрезаю хвостик и закрепляю. Снимаю уже маркер и в эту петельку вставляю и закрепляю ниточку. Теперь давайте наполним холофайбером деталь. Итак, набила я уже холофайбером, одела иголочку. И теперь просто за полупетельки или за полные петельки, тут уже как получится, я стягиваю отверстие.
Делаю узелочек. И путаю ниточки. Обрезаю хвостик. Все поправляю. Все, деталька готова. Теперь давайте приклеим носик. Итак, связали мы ежика. Одела я уже карабинчик. Носик я приклеиваю на посередине мордочки. Вот так вот. Все. Ежик 5 сантиметров. Вяжется очень легко и быстро. Всего 8 рядов. И вот такая вот утилизация вот такой вот фактурной пряжи разных цветов у меня происходит. Если вам понравился ежик, вы связали со мной, то ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Впереди еще очень много мастер-классов. Ну а на сегодня я вам говорю пока-пока.